Здравствуйте, мои уважаемые люди, девочки и мальчики всех возрастов. Мне так приятно сделать для вас расклад. В то время актуально, когда вы расклад нашли. Здесь 3 колоды, и называется расклад на счастье, на любовь, на удачу. 3 дороги, 3 пути. Какая дорожка вас куда приведет? Интересная такая тема, и расклад тоже заговорен на удачу. Но мы будем смотреть, какие советы дадут карты, по каким дорожкам вам пойти. Иногда так бывает, мы вроде идем по дороге жизни, но толком не знаем, наша ли это дорога. И карты на этот вопрос тоже ответят обязательно. Итак, у нас здесь одна задержалась на дне колоды. Это рыцарь чаш, то есть это хорошие новости. Так что первая колода вот эта, 78 дверей называется. Здесь будем смотреть с вами. Одна дорожка, один путь. А потом следующая колода у нас это Таро Ленорман, вот это. И это второй путь. На дне колоды была карта «Справедливость». То есть, может быть, вы имели сложности, и по справедливости вам теперь легкий путь, но посмотрим. И третья дорожка – это белые коты, мои любимые. Здесь тоже одна карта задержалась. Что это? Это карта перспективы, двойка жезлов. Это очень хорошая карта. Энергия к вам вернется, от негатива избавитесь. Но это так, просто предиагностика. 3 дорожки, 3 пути. Куда какая дорожка приведет? Что дадут высшие силы, а что заберут? Что вам не нужно, а что нужно на этом пути, на этой дорожке? Я с нетерпением жду, что карты вам покажут. А я начинаю спрашивать. Вначале мы возьмем 3 первых совета для каждой дорожки. Я вам советую в любом случае просматривать видео с начала до конца, чтобы не пропустить именно то, что будет касаться вас. Потому что варианты даются в процессе расклада. И в процентном соотношении они по-разному могут у вас проигрываться. Что-то из одной колоды, что-то из другой, а что-то из третьей. Итак, что скажет 78 дверей? 3 карты для начальной диагностики пути вот этого, да, это синий такой путь. Но у меня 2 синие колоды, поэтому я их по цветам не буду называть. Можно сказать левый, правый и средний путь. Вот как вы видите себя, да, вы шли в чисто поле, и вы видите, вам идти по этой или по этой дороге. Что касается денег, отношений в семье, что касается, может быть, здоровье, что касается карьеры. 2 и 3. Сама попросилась. Итак, это 3-й путь. Вначале по 3 карты берем. У нас здесь карта звезда. Что предсказатель увидел, то и актуально. Звездный путь, значит, мечта исполнится. Но в любом случае мы смотрим, где что для вас будет. Правда откроется. 2 и 3. 3 первые карты и будем смотреть. Итак, пойдем по этой дорожке. Я не говорю лево и право, потому что у вас на экране может быть наоборот, чем у меня, да? Это с вашей стороны лево и право, вот что считается, потому что расклад делаю для вас и даю вам его в дар. Кстати, кто не знает, я лично не принимаю, поэтому здесь правдивые предсказания. Не сомневайтесь. Ну вот, двери откроются. Туз жезлов. Двери откроются, те, которые раньше не открывались. И, может быть, вы уже сдались и руки опустили. Такое сейчас часто бывает. И те люди, которые не сдаются, их очень мало на Земле. В основном все люди сдаются раньше, чем вот успех уже вот-вот был, а вы сдались. И этот туз жезлов, вам силы будут даваться идти по этой дороге. И здесь еще идет то, что это именно ваша дорога. Туз жезлов говорит, что вы сейчас сворачиваете вот по этому раскладу именно на вашу жизненную дорогу, потому что до сих пор вы, скорее всего, шли не по своей дороге. И там, кстати, ваши родные на этой дороге, 10 пентаклей, это ваш род. Это те люди в вашем роду, кто были богаты, кто были обеспечены. И это ваши предки, они невидимые, они в невидимом плане, но они показывают вам дорогу к успеху. И вы будете чувствовать, как будто внутренний голос зовет вас идти, да, внутренний такой вечный зов. И это правильный вечный зов. Зов, понимаете, это именно родовой зов.
именно родовую. Где бы вы ни жили, в какой точке мира, именно род знает, где вы сейчас и хочет вас вызвать на вашу новую энергетичную тропинку. Наша дорога жизни, она широкая, она имеет разные тропинки. И здесь вам совет, что слушайте зов предков, он как бы изнутри идет. Я еще скажу, что опять жезлы, шестерка жезлов, вы будете... Если будете идти по этой дороге, вы станете знамениты, вы прославите свой род. Что это означает? Знамениты в профессии, может быть, и тогда вы прославляете свой род, потому что вы добиваетесь успеха, того, что предки, как бы не смогли реализовать себя, они вас очень радуются и вам помогают. Здесь именно вам по судьбе по этой дороге идти, именно по судьбе. Какие двери она откроет? Жезловые карты – это всегда предпринимательство. Если вы меня спросите, что я имею в виду, потому что я знаю, многие не верят в свое предпринимательство, многие не знают этих секретов и до сих пор думают по старинке, что для современного предпринимательства нужен какой-то первоначальный капитал. Я скажу, что не нужен теперь. Все, что ваш капитал, все, что нужно, ваш капитал – это ваши таланты и ваше уникальное лицо, ваша уникальная личность. Вот это и есть то оно. Еще одна карта жезловая. И действительно, смотрите, здесь как бы есть параллельные миры, а есть родовые каналы. Здесь как бы вот вы идете по жизни, и из родовых каналов выходят предки ваши тогда, когда вам нужна помощь, подтолкнуть вас в нужном направлении, помочь поверить в себя. Одни жезловые карты. Я вижу, что вы еще свой талант совсем не открыли. Нет. Вы знаете, как у женщин раньше было? Женщины были так ограничены тысячи, наверное, 10 тысяч лет назад, самое меньшее, в проявлении своих талантов. То есть женщина как бы жила в доме, заботилась о быте и так далее, да, но это было так всегда. И эти таланты накапливались, и она не могла проявить свой талант. Но ведь мужчине и женщине одинаково дает природа талант, это понятно. Но мужчина реализовался во внешнем мире, а его жена или женщина по роду не реализовалась. Поэтому это накапливалось по родовому каналу матери у вас очень сильно. И теперь вы будете проявляться, просто фонтаном как бы пойдет. Вы все будете все новые и новые грани открывать, и это в любом возрасте. Вы найдете грани своей красоты, своей внутренней силы, жезлы внутренней силы. По этой дороге вы восстановите свои внутренние силы. И я хочу сказать, что по этой дороге жезловой это защита от негатива всегда. Если вы чувствовали, вот вы идете, жизненная дорога – это каждый день жизни. Вы идете, и вы чувствуете, каждый день как бы сила уходит. Нет сил ничего делать. Это означает, что вы свернули на какую-то негативную тропинку. Сейчас вас, ваш род именно, здесь родовые корни, вытягивает вас. И вы чувствуете, что силы прибывают, как, знаете, как вода прибывает в реке или же в море, это лучше видно. Когда прилив идет, тогда прибывает вода. И такое чувство, как силы приливают к вам, и вы чувствуете, вы можете многое сделать. Здесь вам нужно знать, что учитесь отдыхать, потому что здесь столько будет сил приходить, что вы будете иногда не чувствовать этой меры, когда нужно сказать: окей, я знаю, что силы будут приходить, расклад показал, я завтра доделаю эти дела, я завтра буду продолжать, мне нужно остановиться. Потому что из вас как пойдет фонтаном эта созидательная, эта творческая энергия, которая была у вас, как знаете, под пробкой, когда вот вино продолжало бродить годами, тысячелетиями. Женская сторона, она нереализованные женщины были, они помогали своим близким, заботились, но реализации себя не было. И теперь у вас начнет проявляться тот талант, который вы от этих женщин унаследовали. И здесь появится, может быть, мужчина денежный, который в вас поверит, инвестирует в вас. Это рыцарь Пентаклей. Или, знаете, рыцарь – это просто хорошие новости часто. Будут хорошие новости о том, что начнут первые деньги приходить. Для этого не нужен сейчас первоначальный капитал. Нужно просто стать публичной личностью. У меня есть целый канал защиты от негатива. Не бойтесь, понимаете, волков боятся в лес не ходить. И если вы не ходите в лес, вы и не живете. Что такое лес? Это жизнь сама, это дорога жизни. Лес как
символически дорога жизни. Волков боятся в лес не ходить. Каждый, в принципе, там конкурент, но конкуренция правильная – это сотрудничество. И многие уже это поняли, что правильная конкуренция – это сотрудничество, потому что жизнь, она такая. Не нужно тратить свои жизненные силы на всяких придурков и нечестных, непорядочных конкурентов или людей, которые вас предают. Как только, или же проклинают, еще хуже, как только вы их испугались, вы дали им вот эту косточку, да, которая им нужна, чтобы внедриться в вашу ауру. А наоборот, станьте этим человеком, который расцветает на своем пути. В ваш путь никто не может зайти. Почему иногда к нам негатив пристает, когда мы идем не по своему пути? Вот наша тропинка в лесу, она светлая, не лучи солнца. И это там, где мы верим в свои силы. Мы знаем, что мы по своей дороге идем. Там нет других людей. Но есть еще такие случаи, когда вас заманили, вам сладкую конфетку предложили. Ой, давай сюда, здесь у нас скидка. Давай сюда, здесь у нас так. Работай на этого дядю, на эту тетю, да? И там начинается вот эта конкуренция, эта борьба. И тогда злые духи могут прицепиться, потому что вы не на своей дорожке, вы на дорожке конкурента, вы на дорожке работодателя, вы на дорожке чужого вам мужчины. Найдите своего мужчину, который вас поддержит. И по рыцарю Пентаклей на этой дорожке вы встретите очень денежного человека, который будет как подарок вам. Вот здесь он подарок просто. Я не знаю, или видно вам, потому что я снимаю, если кто не знает, я на себя не смотрю, когда снимаю видео мои. Может, кто-то не знает, как у кого. У меня камера обратная. То есть я, чтобы поток считать, я не отвлекаюсь там на себя. Вот, поэтому мне говорят, ты каждый день другая, или такое все, потому что я не знаю, я поток снимаю, и на себя я не смотрю. Поэтому я не знаю, видно, надеюсь, видно вам карты. Шестерка чаш. Это карта подарков, больших подарков и от судьбы. Видите, здесь одни подарки. Чаша – это любовь. Вы будете любить эту дорожку. Там вам встретятся люди, которые будут вам помогать, будут в вас верить. Благодарные заказчики, приличные люди, приличные соседи, приятные друзья. И я еще продолжу эту тему, потому что 6 чаш, что когда вам судьба дарила подарки, но подарки шли по вот этой золотой дорожке, где вас не было. Вы спрашиваете, почему мне так не везет, что-то ваш расклад такое говорит. Девочки, мальчики, я же считываю честность пространства. Там вот все дело, пунктик в этой дороге. Вы шли по дороге параллельной вашей, но не по вашей. Судьба там забрасывала подарками и денежными, и любовными, и всеми, и энергию давала, а вы шли по другой дороге. Может быть, даже вы шли так параллельно, что вы как бы чувствовали, что-то здесь не то. Как бы, знаете, таким боковым взглядом вы видели, что даются какие-то подарки, но почему я их не получаю? Потому что параллельные миры, вы были в параллельном мире негативных мыслей. Сами себя часто мы сглаживаем, да? Или верим в то, что, например, судьба несчастливая. Но здесь сейчас высшие силы говорят сейчас, вот буквально с сегодняшнего дня, потому что будущее начинается с сегодняшнего дня. Когда вы смотрите это видео, утром или вечером, или днем, неважно, будущее начинается с сегодняшнего дня. И с сегодняшнего дня вас Вселенная начнет подталкивать, и родовые корни помогут. Именно идти по той дорожке, где, вы знаете, вы уйдете от дьявола. Что такое здесь дьявол? У разного по-разному. Дьявол – это когда, например, мужчина, который забирал соки у вас, выпивал. И это тоже у ваших родовых женщин было. Знаете, любой мужчина самодур, даже самый лучший. Вот принц на белом коне, или такой добрый, знаете, подкаблучник он, или он наоборот такой мачо. Любой мужчина самодур. И здесь вот именно дьявол вселился в мужчину, даже если он самый лучший. И говорит, что ой, не надо, он сделает это за тебя, да. Он сделает все для себя, а не для вас. Сколько я видела таких пар, где мужчина, он такой огурчик, молодец, в 70 лет, а женщина сырая рядом с ним. Потому что он ее любил, она ему позволяла себя любить. То есть он за нее все делал.
Дьявол говорит, если кто-то за вас скажет, да я за тебя это сделаю, да я тебе помогу, да я за тебя это сделаю. Вот именно по этому раскладу знайте, что это люди иногда не по знанию, но они вас любят. Если это ваши люди, которые вас любят, они не по знанию это делают. Они вас, честно и как-то без ограничений любят. Но все дело в том, что пока они вас любят так, да, и делают за вас ваши дела, сила к ним переходит. Вот это те, которые любят, а те, которые не любят, еще как к ним сила переходила до сих пор. И теперь дьявол говорит, что будьте аккуратны, да, в лес ходить, волков там бояться и все такое. Волков вселяется этот дьявол, да, но сейчас же раскладывают совет смотреть, окей, здесь вам что-то предложили, знаете, такое выгодное предложение, а на самом деле выгодно кому-то, а не вам, понимаете? Делайте всю работу сами. Теперь уже технологии такие продвинутые, что если дети могут это интуитивно делать прямо с рождения, мы с вами точно можем научиться. Как нам научиться технологиям, я вам подскажу, девочки и мальчики, кто моего возраста, чуть меньше, чуть больше. Мы должны иметь ум новичка, как дети, рожденные только. Они эту технологию раз, как, знаете, легко, потому что у них ум новичка, а у нас не ум новичка. Мы думаем, мы жизнь прожили, как наши предки, там, дедушки, бабушки, родители, вот они умудренные опытом. В наше время все так меняется быстро. Слово «умудренное опытом», оно не всегда работает. Именно по этому раскладу нет. Имейте ум новичка, потому что технологии, которые нам на пользу идут, они так быстро меняются и они так улучшаются, они становятся все легче с каждым днем, а мы типа умудренные опытом. У нас опыт по тем технологиям, которые были сложные. И дьявол вас обманывает, когда говорит, да что, я не смогу, там, я не осилю. Дьявол обманывает. Как избежать дьявола? Как я сказала, легкость. Дьявол хочет нагрузить. Будьте легки. Делайте то, что легко дается. То, что легко дается, то ваше. То принесет деньги, то принесет легкую, счастливую дорогу. Знаете, такую летнюю дорогу. В любое время года этот расклад актуальный. Легкая дорога, как летняя дорога в лесу. Она такая вся солнечная, она такая вся легкая, вы в красивом наряде, и птички поют. Вот такую дорогу берите. И это лето вот так можно сделать каждый день, даже самой лютой зимой, у себя в душе, потому что только от нашего восприятия зависит, мы живем в негативной части или в позитивной, только восприятие. Меняйте свое восприятие от негативного к позитивному, потому что дьявол, он, конечно, будет искушать, но на то это такая работа у него плохая. Король жезлов опять. Смотрите, здесь король жезлов говорит, что вот если я весь расклад сейчас вам протрактую вместе, это на этом пути вы встретите людей, которые с вами заодно и будут встречаться, и мужчины для отношений, если вам нужны отношения, и мужчины для сотрудничества, и заказчики, не обязательно мужчины, но люди денежные, которые не деньги считают, а услуги ваши хотят. Понимаете? Которые не смотрят, что дешевле, а полную цену платят за вашу работу, потому что значит скидки? Это же очень негативная коннотация там. Кстати, кто не знает, я не принимаю лично, потому что кто-то меня спросил насчет личных приемов. Вот вы что думаете, что есть про скидки? Потому что я нет, я не принимаю лично. И я знаю, что здесь достаточно помощи. Зачем? Это повешенный. Это карта повешенный. Вот именно второй старший аркан. Он говорит вам, дьявол и повешенный. Повешенный говорит, вообще не парьтесь, не метушитесь, не старайтесь. Понимаете? Ну как старайтесь? Старайтесь, конечно, но там, где в кайф, там старание, оно без нагрузки идет. Потому что повешенный говорит, что имейте план. И соотносите со своим родом и со своим кайфом внутри. Хочу я это делать, дает мне эту энергию или забирает? Дьявол готов забрать энергию, не поддавайтесь ему, а вы перед ним не тушуйтесь. Дьявол может вселиться, опять говорю, в нечестных конкурентов, в непорядочных заказчиках, которые от вас взяли ваши услуги, а потом еще и чего-то хотят, требования выставляют, да?
Вы услуги им поставили, они требования выставляют. Эти люди, они никогда не будут довольны. Чем больше вы им дадите, чем больше они захотят. Держите свои границы чистыми. Вы знаете, вы сделали хорошую работу. Там, что бы вы ни сделали. И обязательно порядочные заказчики придут. Понимаете? Придут обязательно. Те, которые закажут, будут благодарны. Или же, например, мужчина попался неприличный, и все пишут: нет хороших мужчин. Ну как же нет? Но его нужно искать, он так быстро не находится. Хороших мужчин много, но именно ваш найдется, когда вы будете многих смотреть. Понимаете, это как вы на интервью приглашаете, а нам, девочкам, всегда: ой, он меня выбирает или нет. Когда вы идете искать отношения, вы как на интервью приглашаете разных мужчин. И не то, что он должен пройти интервью. Вот мы будем пальчики держать так, чтобы вот все получилось. Иногда так бывает, когда мы пальчики держим, он старается показать только хорошую сторону. Но это правда, у него есть эта сторона. Он хочет понравиться. А ту другую не видно сторону. Мы не будем держать пальчики. Мы будем жить, идти вперед. И видеть все как есть, обязательно. И все, что хорошее, окей, мы видим как есть, а там может еще быть что-то хорошее. А там может быть какое-то предупреждение, все-таки дьявол вышел. Хорошо, тогда это отбрасываю. В общем, так как дети живут, как дети играют. Карта сама перевернулась, и это рыцарь меча, и он говорит о том, что, видите, не все золото, что блестит, понимаете? Может быть, мужчина и блестит сразу, может быть, этот партнеры по бизнесу теперь вообще не нужны. Понимаете, зачем они вам? Чужие люди — это всегда проблемы, что касается бизнеса. Это как будто, маленьких дел каких, как будто вы женились на ком-то. Например, вы вяжете носочки, но вы не умеете технологию, и вы наняли, кто за вас продает их. Это же половину денег надо будет отдавать или больше. Зачем? Посмотрите, теперь на YouTube очень много таких видео, где вам молодой человек расскажет, как этим пользоваться. И знаете, что каждый день технология все проще становится, да? Там немножко пошли сами, попробовали продать. И все денежки ваши. Я почему это говорю? Потому что это век Водолея. Это век, когда все видны, такая есть прозрачность. А это очень хорошо, когда прозрачность, виден кто есть кто. И мы созвучных выбираем. Нет плохих людей. Заметьте, если так видеть мир, как плохие люди, так вы будете дьявола видеть и никогда в лес не пойдете. В лес — это жизнь, символически. Так что есть люди, которые с вами созвучны, а есть несозвучны. Если люди так называемые плохие, уже мы знаем, что это люди просто нездоровые психически. Им нужна помощь, но не наша, врачебная, да. Но мы от них должны защититься, конечно. Итак, это с этой стороны. Может, я еще потом совет буду брать. А я перехожу на средний расклад. И средний расклад у нас здесь вот такой. Это у вас вышли вот такие карты. Как король меча, карта смерть и карта король чаш. Так, что я здесь вижу? Нужно менять окружение, потому что смерть говорит, что есть король меча в вашем окружении, который, может, мужчина или же другой человек, который вас не любит. Есть такой человек в вашем окружении. Потому что король меча — это может быть жесткий человек, может быть, он прибыль себе берет всю, вас обманывает, это если он начальник. Пора менять окружение. Видите, пора менять окружение с короля меча на короле чаш. Это новую дорогу выбрать в жизни. Найти мужчину, который не будет вас оскорблять. Но это только первые несколько карт. А я сейчас, конечно, буду добавлять для вас. Так, что нам скажет этот средний путь? Это первый. Пора менять свое окружение. Это может быть окружение подружек, это может быть окружение соседей или же родных. Пора менять свое окружение. Вас кто-то критикует, вас кто-то не любит, но есть люди, которые вас полюбят. Вам пора менять свое окружение. Вы королева жезлов. Здесь одни, как называется, карты двора, да, одни карты двора. У вас только тогда будет энергия, вы выздоровеете и ментально, и эмоционально, и физически. Что такое ментально выздоровеете? Что я имею в виду? Какой можно поставить диагноз вам по этому среднему раскладу? У вас устал мозг, вы устали.
Вы постоянно кому-то что-то доказываете, вы постоянно хотите показать, что вы хорошая. Но вы хорошая, если человек не видит, что вы хорошая, от него нужно уйти. Как еще я могу поставить вам диагноз относительно менталитета? У вас может быть менталитет, который себя не любит, не уважает. Вам нужно поменять этот менталитет. А это состояние, это делается очень просто. Просто не слушайте мыслей, 30 дней хотя бы. Не слушайте тех мыслей, которые говорят, ты плохая, толстая, неталантливая, у тебя не получится. И так далее. Просто не слушайте. А эти мысли приходят, это не значит, что нужно их отрубить. Это самая большая ошибка, потому что когда мы мысли хотим убрать, она еще больше настаивает. Просто проследить за ней. Как пришла, так и ушла. Пришло, ушло, пришло, ушло. Да? И не цеплять ее, не верить этой мысли, не доверять ей, да? Физически тоже вы выздоравливаете. И какой я ставлю вам диагноз физически? Вы энергию теряете. Энергия будет к вам возвращаться ваша. Это вот здесь так, да. Карты двора вышли. От людей, которые вас не любят, король меча – это тот, который вас критикует, человек. Переходите к тем, которые вас будут любить. Королева меча вышла. Станьте защитником самой себе, защищайте свой бизнес от нападков. Вы должны быть уверены в себе, в качестве того, что вы выпускаете. Если вам из 1000 заказчиков, из 1000, запомните, попался один заказчик, который вами недоволен, из 1001, что вы ему верите? Проблема не в вас, а в том, что этот человек никогда никем не доволен, и у него такое отношение к жизни. Королева меча – та, которая себя защищает. Та, которая не то, что там защищает таким образом, что как бы на войну идет. Нет, та, которая уверена, что все правильно, а там привлекайте к себе людей благородных, которые вас достойны, потому что вы человек благородный. Все фигурные карты. 6 жезлов выходит, это очень хорошая карта. Вы победитель из всех конкурентов. Например, это путь, может быть, деловой. Ваш продукт самый лучший. Вы должны уверены быть в этом. Или, например, вы ищете себе мужчину. Вы самая лучшая женщина. Понимаете? Мужчина, который вас найдет самую лучшую, это будет именно и ваш мужчина. А не то, что там победим конкурентов других женщин в выборе мужчины, а он окажется, что вы как бы себя подделали под других, да, а он на вас женился, а не ваш человек оказался. И он как бы издевается над вами, потому что он не ваш человек. Понимаете? То есть вам нужно выбрать именно свой путь. И нужные вам люди на пути будут. Одни фигурные карты. 6 жезлов, карта победителя. Дальше. Здесь туз чаш. Это очень хорошая карта. Она говорит, что к вам придет, это любовь, там голубки. По этому пути я вижу примирение с теми, с которыми вы, понимаете, вы рождены были вместе с ними. Это могут быть как для любви, так и для других отношений. Эти люди с вами созвучны, вы просто поссорили вас, или обстоятельства, или третьи лица, вмешались и поссорили. А здесь вы будете опять встречаться, может, с этими людьми. Туз чаш – это, может, встретитесь опять с тем, с которым вы поссорились, потому что кто-то помешал вам. И между вами опять будет взаимопонимание. И что уйдет, эта 8 меча говорит, те, которые были недоброжелатели, они уйдут, они свернут на свою дорогу. Они немного в начале, когда вы свернете на свою дорогу, в начале, иногда так бывает, такое чувство, что все осталось как прежде. Почему? Потому что какое-то небольшое время эти недоброжелатели, здесь и король меча, и я вижу 8 меча, они видят, что вы грустные, вы печалитесь, да? И они могут внедриться как подселенцы. Но какое-то время они с вами пойдут и увидят, этот человек идет по своей дороге. Я не могу ничего с ним сделать больше. То есть это вампиры, они отойдут. Не печальтесь. Потому что печаль умножает печаль. Да? Не грустите о том, что было. Здесь такая карта интересная. Здесь как вышли вы в сад вечером, и вроде и погода хорошая, и вы красивы, молоды. В любом возрасте, заметьте. Погода хорошая на душе имеется в виду, а вообще в природе любая погода хорошая, а вы грустите. И высшие силы видят, что вы грустите, видят, что вы недовольны, а вы просто, ваши глаза закрыты для здесь и сейчас. Вы правильно недовольны.
Нельзя сказать, что вы не правы, но понимаете, почему вы недовольны? Потому что вы в прошлом, а там вы недовольны, там плохо было. Вам нужно взять себя и перенести в здесь и сейчас. И вы посмотрите, нет смысла грустить. И тогда ваша дорога начнет выравниваться. Я здесь вижу очень хорошую карту. Это десятка пентаклей. Подождите, уже у нас место силы есть. У нас с вами есть место силы, правда? Потому что десятка пентаклей вышла и в этом раскладе тоже. Вот она. Это очень хорошо. Что такое место силы? Особое внимание уделите тому, что больше не бойтесь бедности. На этом пути, на этом жизненном золотом пути, на который вы сейчас выходите, вы будете богаты. Смотрите, собака – это достойные люди вокруг вас, которым можно доверять, которые вас заботятся. Нет предательства никакого. Ваш шикарный дом или шикарная квартира – это все так, как вы хотите. Понимаете, уют – это состояние, любовь – это состояние. Если у человека есть любовь как состояние, вы говорите, как? У меня есть любовь как состояние, а мне не везет в любви. Потому что вы с людьми, которые вас не любят, живете. Зачем? Есть там где-то в параллельных мирах ходят люди, которые вас будут любить. Но вы друг друга не нашли, потому что вы идете по тому пути, который не ваш. Выходите на свою дорогу жизни, и там у вас достаток. У вас будет много денег. У некоторых вы заработаете, у некоторых найдете себе окружение денежное, но у вас будет много денег. Об этом вообще не заботьтесь. Это место силы. Десятка пентаклей – это высокоденежная карта. Очень высокоденежная карта. Вселенная вам пошлет много денег. Есть ли совет какой-то по этой дорожке, когда вы будете идти? Ну вот враги опять. Четверка меча. Не бойтесь врагов. Вот то, что я говорила, видите, как дорожка, она советы высшая сила дает подобное, но немножко по-разному. Если вы идете по дороге и вы видите одни вражеские нападки, вы свернули со своей дороги. Потому что враги только могут вас затронуть, когда вы не верите в свои силы. Такое предупреждение, и все. Поверьте в свои силы, враги отступят сразу. Шикарно, шикарно. Здесь, по-моему, все очень точно, но я еще раз подытожу. Тут чаш говорит, будет новая любовь или примирение. А десятка пентаклей говорит, что вы не будете никогда, вот когда пойдете по этой дорожке, никогда не будете нуждаться в деньгах. Все очень четко, все очень грамотно карты говорят, я просто перевожу их. Посмотрим третью дорожку. Итак, у нас здесь вот что у вас выходит. Тройка жезлов, туз меча и пятерка меча. Какие новости по этой дорожке? Вот какие новости. Пятерка меча говорит, никогда не берите ничью сторону в споре. Никогда. Будьте нейтралитет. Самые умные страны, это такие как Швейцария, которые всегда держали нейтралитет. Угу. Что дает вам нейтралитет? Ну, страны это просто как пример, что ли, да, на самом деле, да, там для себя им хорошо. У них сейчас такая демократия, высшая форма демократии. Девочки, если я говорю о какой-то стране, то я не отвлекаюсь. В Швейцарии высшая форма демократии. Там, кстати, президента выбирают только на 1 год, и никто не знает, кто президент в этот год. То есть никому не поклоняются, как падишаху, да. А у них все решается путем референдума. Президент просто подбивает, подсчитывает голоса. Когда там какой-то закон хотят принять, все люди участвуют в референдуме. У них высшая форма демократии. Ну, конечно, там не было войны никогда, да, это понятно. Там нету людей страха за завтрашний день. Но я говорю пример страны, чтобы вам пример привести, как у вас в жизни должно быть. Мы должны хитро быть. Потому что когда мы видим, как какое-то государство, какое-то общество или какой-то род, вот у них все хорошо. И это как архетип берем себе, чтобы помочь себе увидеть, это работает. Мы мир не создавали с вами, мы мир не можем изменить. С миром нужно взаимодействовать. Видим, где что хорошо, учимся. И пятерка меча говорит, не берите никогда никакую сторону, ни на предприятии, ни в семье. Скажите, я вас понимаю. Ну, вы, конечно, понимаете, потому что человек не может просто так злиться, просто так вредить другому. Он несчастный, ему всегда вредили, он видит во всем врагов. Или он всегда использовал других, он хочет пользоваться, он по-другому жить не умеет. Так что, что с него возьмешь? Просто с ним не нужно взаимодействовать.
И здесь вас коронуют высшие силы, вот на эту дорогу вас коронуют высшие силы, коронуют на успешный путь, потому что здесь награда. Да, вы должны быть смелым, чтобы перейти вот с этих параллельных миров, там, где есть ссоры, есть недостаток денег, есть страх бедности, страх, что на вас нападут, поэтому агрессивная реакция, может быть, или вас, или других людей. Вот такая негативная жизнь. А здесь вы переходите на дорогу, где у вас краун, то есть победа. Вам Вселенная дает корону победителя. А эта смелость, нужно вырвать себя из лап этого дьявола. Вам нужно просто вырвать себя, из этих лап. Перейти на сторону себя. Не брать чужую сторону, левую, правую, тех, других. Понимаете? А кайфовать, понимаете, в этом теле вы один раз. Вообще, что вы делаете? Что вы делаете, когда вы живете не своей жизнью? Кто в это время вашей жизнью живет? Это смелость нужна. Это не каждый может, но я знаю, что вы сможете. И тогда будет вот тройка жезлов, тогда перспектива. Я уже говорила не раз, что если вы живете в сибирской глубинке, я когда делаю видео по-английски, я читаю комментарии, мне пишут: я не понимаю язык, он мне не нужен, я за границу не собираюсь. Ой, как вы ошибаетесь. Вы сами себе обрубываете удачу, думая так. Это век Водолея. Мир единый, и интернет сделал нас всех вместе. Вам не нужно путешествовать в Америку, чтобы деньги хорошие зарабатывать. Вы из своей сибирской глубинки можете жить как король на именинах. В Америке ужасно дорогая жизнь. Я живу в Америке, типа в Америке, в Канаде. Дико дорогая жизнь, дико дорогая. Почти все, что мы зарабатываем, уходит на социальные всякие вещи другим людям. Но это правильно, здесь такой социализм. Вы в сибирской глубинке, наверное, я так думаю, если будете торговать по всему миру, платить будете меньше. Я имею в виду подоходный налог. Девочки, мальчики, как мы изучаем подоходный налог? Если у вас есть немножко английский, просто нажимаем на Google подоходный налог в Канаде, подоходный налог в Швейцарии, подоходный налог там в Японии. И все выходит, вы знаете, не нужно никого слушать. Есть сайты государственные, и там вам все скажут, не нужно мне доверять. Ой, как вы себя обманываете, когда вы думаете, вам английский не нужен. Вот эти слова, пусть вы даже маленький английский запас усвоите, вас делают роскошно богатым человеком. Вы не правы, думая, что вам это не нужно. Вы не правы, думая, что вот не везет и все. Чтобы повезло, вам нужно вот по этому раскладу сделать это усилие. Но это же в кайф. Это же в кайф что-то изучить другое, новое. Я здесь предлагаю именно по тройке жезлов. Начните, он легкий язык. Знайте язык, на котором говорят другие люди. Вы же хотите общаться с другими людьми. Если вы человек умный, вы хотите. Потому что сетовать на бедность – это одно. Но сейчас взаимодействуем со всем миром. Не нужен начальный капитал. Не нужны связи, как раньше были. Понимаете, выходим на то общество, где ваша продукция нужна. Так, что еще скажут белые коты? Обожаю белых котов. Есть планета белых котов, это интуитивные архетипы. Это король пентаклей. Как говорила, так и есть. Может быть, в какой-то другой стране есть мужчина, который обеспеченный. Но, понимаете, есть и фальшивые сайты знакомств. Не нужно на этих сайтах вестись, нет. Но есть и не фальшивые. Понимаете? Это король пентаклей, это есть человек, который уже имеет средства или поможет вам, даст вам помощь. Может, этот король пентаклей – это человек, который научит вас чему-то. Или же мужчина, новый, любимый. Знаете, что такое? Человек, который уже хорошо заработал, он интересный. У него есть жизненный опыт, он смелый, интересный, в нем есть характеристики интересного мужчины. Такой мужчина вполне вероятно встретится вам, когда вы выйдете на свою дорогу.
Вот здесь я вижу король Пентаклей, это очень хорошо. Или вы король Пентаклей будете. Вот все эти слова, которые я говорила по тройке жезлов, чтобы общаться с людьми по всему миру. Ну, как мы с вами общаемся. Я говорю на русском, потому что вы понимаете русский. Но я тоже, кстати, и на английском говорю. Так что я могу с вами общаться и на том языке, если вы будете хотеть на нем со мной общаться. Шестерка чаш, еще одно место силы. Где у нас была шестерка чаш с вами? Вот она была. Нет, шестерка жезлов здесь была. Это тоже карта победителя. Так, шестерка чаш вот здесь была. Карта упала. Сейчас, минутку, я ее подниму. Одну секундочку. Так, шестерка чаш. Почему она упала? Не знаю, может, я неловкое движение сделала. Если мы думаем, почему она упала. Может, не все могут это услышать, не все хотят. То есть шестерка чаш – это место силы, все. Два места силы. Десятка пентаклей – место силы, вы будете богаты. И шестерка чаш – это означает, что тогда, когда вы выйдете на свою дорогу, вот по этому раскладу, поэтому, да вообще по всем раз место силы, вам Вселенная даст подарки. Это подарки Вселенной, которые были, есть и которые будут. Шестерка чаш – это когда любимый человек, знаете, подарки же не только денежные, это внимание, это забота, это любовь, милость. И это когда милует вас род, вообще жизнь вас любит. Шестерка чаш любит жизнь, давала подарки и будет давать. Но может такое быть, что вы подарки не могли получать, потому что какие-то третьи лица, обстоятельства вас вели просто по неправильной дороге жизни, параллельные миры. Теперь вы выходите на свою дорогу, когда вы будете получать подарки от судьбы. Очень замечательно. И то, что я говорила там вот, про то, что делайте свои дела сами, теперь все можно. Теперь первобытно-общинный строй. Понимаете? Почему все вернулось? Во-первых, все идет по кругу всегда. Потому что теперь у каждого есть свой ресурс, и мы не используем, ну, на самом деле так и будет в дальнейшем, не природные ресурсы Земли. Земля имеет свой ресурс. Земля должна иметь свои ресурсы внутри, а мы имеем свои ресурсы, используем. И это в кайф, потому что мы развиваемся так. Вот пока я все это говорила, вышел король Пентаклей, что это может быть вы просто денежный человек, у вас будет много денег. Бедные вы точно не будете больше. Хватит, ставим точку. Закончилась эта бедность. Король чаш еще один. Но здесь вышел король Пентаклей, я вижу, который подарки вам мужчина покупает, или же приносит кольцо. Кольцо же это не подарок от мужчины, это его обещание. Кольцо это символ того, что он говорит, что я обещаю, что я буду тебя любить. Так, у нас здесь рыцарь чаш. Это, конечно, такой человек будет приходить в вашу жизнь. Это новости, это не обязательно человек, это новости любви. Это тоже человек любви, это новый кавалер. Я вижу новый кавалер и вместе с королем Пентаклей денежный, мудрый, взрослый, можете за границей, но это не обязательно. Вообще, знаете, другой человек с его жизненными установками – это настоящая заграница, я вам сразу скажу. То есть за границей вашей ауры. Что такое за границей? За границей вашей ауры другой человек. Так, все люди за границей нашей ауры. Какие советы дадут белые коты? Это вы, королева жезлов. Это вы, королева жезлов. Вообще прелесть какая. Это вы человек. Здесь у нас и король жезлов есть. Пара с кем-то. Понимаете, королева жезлов – это когда энергия вернулась, когда те люди, недоброжелатели, которые украли вашу энергию. Вот эти все конкуренты, они отступают. Потому что настоящая нормальная конкуренция – это сотрудничество. И это так, как вы видите конкурентов. Поэтому те все негативные люди, они вас не касаются. А вообще вы пара с кем-то. Здесь энергия возвращается. Здесь нет конкуренции красоты. Посмотрите деревья в лесу. Каждое дерево по-своему красивое, нет двух подобных.
Вот почему вы себя прячете, почему вы себя не показываете? Ведь если вы боитесь негатива, это нельзя. Нельзя бояться негатива. Нужно защищаться просто и все. Понимаете? Вы знаменитая личность здесь. Вы знамениты, у вас все хорошо. Сила ваша к вам возвращается, потому что это справедливо. Потому что судьба говорит, что справедливо быть счастливой. Это очень справедливо, поэтому счастье вам дается. Это по 6 чаш, конечно, счастье, подарки судьбы. Я стараюсь говорить правильно, у меня дикция какая есть. У каждого человека она своя. Так что уж простите, если что-то. Раздражается только тот, кто не хочет слышать советы. Кто пришел, раздражаться, да. Вы знаете, я не знаю, или камера передает, но это такая красота, они оранжевые. Это такой светлый-оранжевый цвет, цвет солнца, цвет успеха. И вы еще и королева Пентаклей. Вот смотрите, это как бы на пасашок, я бы сказала, ваша дорога жизни, 6 чаш. Королева жезлов и королева Пентаклей. Это вы человек, который радуется. Умеете радоваться, дается радость больше. Энергичный. Что такое энергия? Энергия прибывает, когда мы энергию правильно тратим на то, от чего нам приятно. Понимаете? Какая-то новизна, какая-то новая дорога, где новые какие-то интересные события происходят, где эти события вы чувствуете, вам хорошо, вам интересно ими заниматься, этими делами. Вы реализуете то, чего вы еще в себе даже не нашли пока. Вот увидите, будете реализовывать. Когда посмотрите этот расклад в другой момент, что-то другое услышите. Они все магические расклады, да? 3 дорожки, 3 пути. И 3 дорожки ведут вас. Я бы сказала, вот знаете, итог по всем 3 дорожкам. Если многие очень из нас, мы сворачиваем иногда, или некоторые вообще постоянно идут по параллельному миру. Вот ваш мир, там, где судьба дает подарки, деньги, благополучие, радость, а вы сворачиваете на тот мир, где вы боитесь под каждым кустом. У меня есть, я легенды рассказывала про 2 женщин, которые там нашла медведя одна, а другая нашла то, что искала, то есть себя нашла. Но я не буду здесь повторять эту легенду, потому что я знаю, что если вы мои расклады смотрите, вы эту легенду от меня уже слышали. Девочки, итак, место силы вам просто еще раз суммирую. Это вы женщина энергичная, которой дает подарки судьба, сворачиваете на свой жизненный путь, и это будет комфортно. Вот самое главное, вы почувствуете, мне комфортно, а значит, вы на своем пути. Вот такой итог. 3 дорожки, 3 пути. Много-много было важного сказано. Я даже устала. Но вообще-то сделать расклад – это очень много энергетической силы. Так что я благодарю, кто поставил лайк. Это для вас ничего не стоит, но это спасибо мне, это очень приятно. Я благодарна вам. Я, конечно, благодарна всем, кто спонсоры канала, потому что есть такие люди, которые хотят, чтобы я продолжала делать расклады, я им помогаю, и у них есть возможность. Но не у всех есть возможность, это не важно, это не главное. Если вы не подписаны и смотрите мои расклады как бы тайно, инкогнито, зачем? Подпишитесь, это будет благородно, потому что это же дружба. Это, знаете, у меня есть такая была подруга, она у меня до сих пор есть. Мы с ней дружим 10 лет, я у нее в гостях ни разу не была. Она никогда не приглашает к себе никого. Она живет в однокомнатной квартире где-то. Это не экскьюз. Говорит, что ей некогда убирать. А у меня она бывает очень часто в гостях. Я все равно ее люблю. Как-то мне это некомфортно. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь. Вы у меня в гостях. Бываете очень часто. Вы меня знаете. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. И это будет, между нами дружба восстановится. Я вас обожаю, люблю. Желаю вам счастья. Обожаю всех. Кто пришел там, может быть, посмеяться надо мной, может быть, над моей стеной. Тоже вас люблю. Я всех людей люблю. И всем людям желаю счастья. До новых встреч, уважаемые друзья.
А я точно знаю, что мы с вами еще обязательно увидимся.